Что у него по отношению к вам сегодня? Посмотрим на блюдце, чашечки, таро, Ленорман. Я хотела бы конкретно посмотреть все, что у него. С вами Юлия. Здравствуйте, мои дорогие. Я рада очень приветствовать вас на своем канале. И хочу поблагодарить за все, за лайки и комментарии, которые оставляете под моим видео. Я выношу особую благодарность тем людям, которые ценят мою работу. Благодарю за то, что финансируете мой канал и понимаете, что то, что я делаю, это нужно для вас, и вы получаете очень ценные рекомендации и советы от высших сил, от тех сил, которые желают вам только хорошего, только продвижения вашего, только роста вашей души. Итак, я точно знаю, что вам вернется в разы больше. Если вы еще не присоединились и смотрите впервые мой канал, или же смотрите, но не подписались, подписывайтесь. Будем рады, да, новым в нашем комьюнити участникам. У нас очень интересно. Милости просим. И говорят, что меняются жизни, очень четко меняются жизни в нашем пространстве, как только вы попадаете или подписываетесь на мой канал. Что же у него по отношению к вам сегодня? Так, он демонстрирует сегодня конкретную холодность по отношению к вам, такой себе снеговик с длинным носом. Опять наблюдает, опять пытается проникнуть в вашу жизнь, в ваше сознание и подсознание, но посредством, скорее всего, соцсетей, расспрашивания о вас, узнает каким-то образом о вас. Если он вас знает лично, может, знает ваших друзей, то конкретно может даже расспрашивать. Если нет, то сунет свой носик в интернет и высматривать, что же она там сегодня делала. Такой мужчина, знаете, ну, всегда проигрывается с длинным носом. Я вижу, что сейчас у него может быть даже какая-то поездка намечаться в пределах, я так понимаю, по работе, в пределах его местности. Сложно, ему нужно что-то делать. И даже во время работы, во время своих дел, чем бы он ни занимался, мысли присутствуют о девушке, об интересной девушке. А возле вас он видит мужчин. Возле вас видит мужчин и чувствует себя козлом отпущения. Это что это за парень у нас такой? Неуверенный какой-то. Ну что ж такое? Ревнивый. И сейчас довольно неуверенно себя чувствует. Почему-то думает, что у вас кто-то есть, и ему нечего вам вообще как-то проявлять свои чувства. И поэтому я вот такой снеговик с длинным носом буду только наблюдать за ней. Мне бы хотелось все-таки свет. Дайте больше света. Сори, что сразу не включила. Да, человек, конечно же, пытается найти что-то схожее с вами, вернее, у вас, да, между двумя людьми, это между ним и между вами. Что-то родное пытается постоянно как-то отыскать. Либо видит это, да, и для чего же ты это делаешь? Но он очень конкретно изучает вас сейчас. Для каких целей? Ну, здесь, смотрите, для домашнего уюта, покоя. Тут так интересно, столик, чайничек. И что сегодня чувствуешь к ней? Что сегодня чувствуешь к ней? Чувства, рыбки. Ой, парень, что чувствуешь? Знаете, такой хочет вам послать какое-то любовное послание. Думает, посылать, не посылать. Держит этот самолетик в руке. Да, посылать, не посылать. А мысли присутствуют разные. Как обезьянки прыгают у него мысли в голове. О чем-то новом. Боже, даже, я не знаю, даже младенец в голове. Это что-то, он ребенка хочет? Что это он хочет такое? Что ты хочешь? Что-то новое. Новое какое-то, что-то начало, может быть. Что-то новенькое придумать. О чем это ты? О чем это ты? Ой, третьи лица, не без третьих лиц, девочки мои. Думает прежде всего, как он выглядит в ваших глазах. Как же он выглядит в ваших глазах? Что-то новенькое хочет задумать. Что-то новенькое хочет задумать.
Да, мужчина, конечно, тут ревнивый проигрывается. В голове, знаете, такое... Поговорить с вами хочет. Да, вот у него мысли в голове такие, знаете, поговорить с вами хочет о чем-то очень важном. О чем ты хочешь поговорить? О чем ты с ней хочешь поговорить? Поговорить, о чем хочешь? Да, о чем-то важном, ключевом. Ну, тут смотрите, да, о чем он хочет поговорить, девочки. О чем он хочет с вами поговорить сегодня. Очень важно, для него важное чувство его. О чем хочешь поговорить? О переменах, о возможном даже каком-то... Здесь может проигрываться у кого-то, не для всех. Для него важным является, естественно, его чувства, но проявлять он хочет их по-другому. Для кого-то может проигрываться вообще предложение перемещения, поездка, путешествие. Поездка, путешествие. Да, это как выход в общество. Интересно, вот о чем новеньком думает. Что-то такое учудить хочет. Что-то учудить хочет мужчина. Возможно, сейчас приводит свое тело в порядок. Прям, знаете, такой качок хочет быть. Выглядеть перед вами красавчиком. Его все-таки дьявол ведет по жизни. Сердечко его держит просто. Ну как, здесь я не очень, скажу, что не очень, и не в плохом, и не в хорошем, но у него есть привязка к вам очень сильная. И такой чертенок его прям держит. А еще он бы исполнил желания такие запретные свои вместе с вами. Да, лисичка он, конечно, та еще. Хитрец, мудрец. А что это ты хочешь такое намудрить? Что ты там задумал? Ну вы посмотрите, да, вот выпадала карта на дне колоды, упал взгляд, хотела показать. Вы красоточка для него, вы ему очень-очень нравитесь внешне. Так, смотрим. Что же ты хочешь такое учудить? Что это за лисичка выпадала? Что это ты задумал? Что задумал? Что задумал? Ой-ой-ой. Что ты задумал? Резко появиться в вашем пространстве. Так, тут проверка на вшивость будет, знаете как? Проверка на вшивость. Что это ты хочешь? Заговорить о союзе. Тут что-то, возможно, как подарочек может проиграться, потому что колечко чаще как бы приношу что-то, но довольно резко ворвется в ваше пространство. У него мысли сейчас найти свою суженую. Понимаете как? И вас он хочет на это проверить, подходите вы ему или нет. Поэтому резкое появление такого человека в пространстве вашем может быть. Либо какое-то резкое действие. Появление это может быть. Да, что-то связанное с другой страной, другим городом, перелетом. Почему сказала проверка на вшивость? Потому что довольно резкий такой вброс с его стороны, словесный, физический, ну то есть приход, да, приезд, либо просто какая-то переписка, разговор по поводу верности. По поводу верности. Что ты хочешь такое сказать? Выбор. Выбор. Он хочет вас раскрыть, разгадать, узнать ваши тайны. Вы для него пока закрытая личность. Вы для него пока вот эта принцесса, которая показывает только свое личико, глазки, свою красоту. Но все остальное он еще не видел. Еще не знает. Новенькая. Что-то хочет все-таки начать с вами. По-новому, по-другому. Не так, как было раньше у него в отношениях. Хорошо. Хорошо. Посмотрим блюдце. Так. Ой-ой-ой. Человека чувства в голове, даже те же самые чувства, у него сейчас такие мыслительные. Знаете как, он сейчас не не сердцем, а мозгами живет, вот как-то так, но все равно в мозгах даже вы, в мозгах вы как вот обнаженная, вы в голове у него, но вы отворачиваетесь от него. Почему-то он думает, что вы от него отвернетесь, если он будет к вам такой снисходительный, как, знаете, как брать за ручку, такой романтичный. Вот девушка прям
Давайте я не буду тыкать пальчиками. Вот, девушка, да, такая вот отворачивается, даже говорит: фу, господи, выкидываю тебя, вот у человечек прям летит. А он берет за ручку, вот такое вот интересное существо, смотрит прям на эту ручку, в голове вот прям, ну не знаю, башню срывает. Башню срывает. А тут по всем параметрам у него прям крышу рвет, я вижу, от вас. Чувствует себя каким-то лохнесское чудовище, просто. Которое может исполнять ваши желания. Ему нужна поддержка. Кстати, он может с кем-то советоваться. Это мужчина, мудрый, ему кажется, что мудрый, но тут в голове у этого мужчины какой-то дьяволенок. Он несет ему неверную информацию. Он с кем-то может советоваться. Здесь, по сути, какая-то мужская фигура проигрывается, как иерофант какой-то сидит, но в голове дьявол. Видите? А он как вот такое вот интересное, неуклюжее, милое чудовище лохнесское. Веселое. Но за его спиной вот кто-то его будто бы поддерживает за одно место. А вы знаете, этот человек может ему советовать, как, с вами покончить, ну, то есть с вашими отношениями. Тут прям вот это чудовище лохнесское, милое, интересное, берет как-то за шею вас, что ли. Что это такое? И что, ты будешь следовать этому? Короче, он не слушает его. Он отворачивается от этого человека. Мужчина, женщина, не знаю, но кто-то ему советует что-то неправильное по отношению к вам. Что-то неправильно. Так, что это у нас такое? И что? Кто этот человек? Давайте посмотрим. Он говорит, что подумай, присмотрись, ты ее не знаешь. Ты ее не знаешь. Говорят о вас. Действительно, у него все-таки есть человек, с которым он говорит о вас. Подумай, может, ты выбрал не тот путь. Но посмотрите, он знает, что он выбрал правильный путь. Он отворачивается от него. Ну, смотрите, я спрашивала, кто это человек для него, кто человек для него. Человек, который несет какие-то знания, будто бы мудрый, для него значимая какая-то личность. Но смотрите, личность очень хитрая и действует в своих интересах. И, ну, буквально этого молодого человека, на которого вы загадываете, да, сейчас, которого вы видите в описании, он действует, ну, как-то так угнетающе. Но смотрите, человек, в принципе, сам по себе, мужчина, о котором вы думаете сейчас, да, который проигрывается в этом раскладе, относится ко всему с трезвой головой, ясно видит ситуацию, и если человек даже считает, что он очень мудрый, то не прислушивается к нему. Не прислушивается к нему, а хочет с вами дружить. Да, тут и другой ракурс я смотрю. Он все равно, отворачиваясь от той личности, берет вас за руку. И как бы дружба, да, дружба, мир, дружба, жвачка. Много разных мыслей у человека по отношению к вам. Тут, по сути, знаете, больше рвет крышу от того, что он не может предпринять какие-то действия. Хотел бы с вами личного контакта, взаимодействия, хотел бы с вами, вот не знаю, бегать веселиться, вот такие вот вещи. Просто быть вам покровителем немножко больше, дарить вам любовь в сердце свое. Быть сильным для вас, рядышком с вами. Но есть все-таки какие-то такие неприятности, да? Неприятности мелкие. Которые сгущают краски над вами. И он пока видит вас не в той, не полностью, да, не полностью. Только догадывается, как вы можете выглядеть.
внутри, да, то есть вашу душу он пока разгадать не может. А знаете почему? Потому что внутри он чувствует, что как-то не дотягивает до вас, что ли. Будто бы не дотягивает до вас. Он чувствует, что, ух ты, знаете, что он думает? К нему раньше так относилась женщина, либо женщины, как мешок с деньгами. И он думает, что вот как к мешку с деньгами вы можете тоже отнестись. Вот вопрос доверия, кстати. Вопрос доверия, о котором мы говорили. Он вас не полностью знает, пока еще не может доверять. Он не хочет этого. Он хочет, что... Да, он говорит, что да, она красивая, она у меня в голове, я не могу от нее отказаться, но если женщина относится ко мне, как и прежде другие, например, то я не хочу ее. Он к вам чувствует такие, знаете, нежные детские чувства, как ребенок. Да, хотел бы с вами все-таки такого существования, как так, вместе под одним одеялом. Вот. Этого бы он хотел. В обнимочку. Голые. Так, ну тут все понятно с этими мыслями. Дальше то же самое. Вот что у него в голове по поводу вас. Давайте все-таки смотреть, намерен ли действовать. Я не буду сейчас, Таро здесь не нужно. В данный момент раскрыла очень хорошо мысли этого человека и чашечка и блюдце. Давайте посмотрим по действиям. Будут ли какие-то действия у этого человека? Будут ли какие-то действия в ближайшее время? Давайте посмотрим там несколько дней, что собираешься делать в течение дня, 2-3, сколько, плюс-минус. В течение очень ближайшего времени. Как и будешь ли действовать? Направление к девушке. Так, ну, смотрите, он будет всеми силами показывать, что он привязан, что он такой, знаете, стабильный человек. Всеми силами показывать самого себя. Как-то ориентировать на свое пространство, да, заполнять ваше пространство собой. Что-то, возможно, как-то очень хитро доносить информацию до вас. Хитро почему? Потому что здесь какие-то лунные такие энергии идут, когда неясно, мутно, как-то странно, лунно все. Вот. Поэтому он и конкретных проявлений таких, да, не будет. Вот четкое понимание того, вот у нас будет так, либо так, хотя, ну, кто так, по сути, так никто и не скажет, потому что сам по себе еще не уверен в своих чувствах. По Луне абсолютно еще для него неизвестно, как с вами быть, да, вот как-то так. Если бы человек был уверен в своих чувствах, да, он бы всегда поступал так, как чувствует сердце его. Но сейчас он может проявлять, здесь может быть там либо фото в соцсетях выставлять о том, как он живет, либо просто вам присылать какие-то вот в сообщениях личных пространства. Тут по большей части проигрывается именно общение между вами. Общение. Будущее. Здесь может быть, кстати, между вами какая-то отдаленность. Дистанция есть. Дистанция все-таки присутствует. И что? Что же ты намерен делать в ближайшее время по отношению к девушке? Ну, смотрите, всеми силами вас удерживать, вот. По-новому, какие-то новые заморочки придумывать для того, чтобы удержать вас. Смотрите, у каждого проигрывается по-разному, на разных уровнях. Если вы с ним вот в контакте физическом, то, естественно, что-то будет такое, да, чудить, чтобы вас удержать, как-то вас все-таки прилепить к себе, потому что для него важна вот эта закольцованная ситуация, чтобы вы были рядышком, потому что в вас он видит некую стабильность, в вас он видит вообще ключ.
некий ключ, то есть он и хочет, он чувствует, что что-то есть такое, да, есть какое-то зерно для дальнейшего общения. И вот это будет хранить как тот самый дракон. Но с другой стороны, до самого сердца вашего пока еще ему далеко. Его подсознание даже показывает, да, что и ты, дорогой, никак не можешь раскусить ее, никак не можешь узнать ее больше, да, потому что ваше сердце будто бы охраняет дракон. Вот так вот. То есть вы как-то все-таки держите тоже эту дистанцию. Что-то новенькое будет все-таки предпринимать для того, чтобы вас удержать. Как-то по-другому действовать. Как-то по-другому действовать. Хорошо. Я бы хотела посмотреть вам совет. Совет. Как вести себя с этим мужчиной? Держать дистанцию. Держать дистанцию. Но смотрите, какая интересная дистанция. Вы как-то на дистанции все-таки должны давать ему понять, что вы лучше других, если хотите, чтобы вот эта личность была вместе с вами. Держать дистанцию. Это если хотите, чтобы этот человек был с вами. Вы та, которая достойная личность, да, готовая для семьи. Смотрите, если это молодой человек, который вам очень нравится, с которым у вас не было каких-то болевых моментов, да, который не приносил вам боли, здесь может проигрываться, что этот человек вас хочет узнать больше и больше, да, то есть это какое-то знакомство, возможно, интернет-знакомство, тут выпадали у нас расстояния, но боли еще не было как таковой, понимаете? И слава Богу, не будет, потому что любовь — это не боль. Любовь — это любовь. Это когда есть крылья и хочется лететь. То, смотрите, вы, если этот человек вам нужен, можете чувства каким-то образом показывать свои, но не полностью. Держать дистанцию и на этой дистанции показывать, что вы та достойная особа, которая, кроме как с вами, ему не будет больше ни с кем хорошо. Вот как-то так. Если же этот человек все-таки в вашем пространстве был ранее физически, да, и все-таки вы его, знаете, да, и он вас довольно хорошо изучил, но сейчас не понимает ваших действий, то все равно ориентируйтесь тогда на семью, да, то есть смотрите, насколько этот человек все-таки сейчас готов достойно и верно к вам относиться, и тоже держите дистанцию. И тоже держите дистанцию. Ну, вот такие вот советы. Вот такая вот сегодня у нас чашечка блюда. Вы просили озвучивать. Колода «Мистический Ленорман». Тоже интересная, маленькая, очень приятная колода, которая говорит четко, быстро и подходит под любую ситуацию. И благодарю, что вы посмотрели этот расклад. Пожалуйста, принимайте, если хотите, все советы, которые были здесь. Пускай лучше проигрываться в ваших жизнях. Я в это верю, я знаю, вы пишете даже об этом. Присоединяйтесь к нам, дорогие, если вы еще не с нами, потому что у нас интересно, магично, весело, иногда грустно, иногда так, как нужно, да, потому что здесь очень много информации можно почерпнуть, а высшие силы вам, возможно, захотят передать что-то через этот канал. Подписываясь на этот канал, люди меняют жизни. Я это вижу, у меня от этого просто добавляется больше энергии для того, чтобы я делала еще больше и больше вот таких информативных раскладов. Вот, поэтому присоединяйтесь, лайкайте, отписывайтесь в комментариях, буду рада. Всего доброго, с вами была ваша Юлия, пока-пока.